Наша поездка началась с того, что мы начали планировать вещи, которые нам нужно с собой взять. Мы ушли в поле. Мы 3 дня откладывали это дело. Видимо, нам очень не хотелось его делать, спланировать запас вещей. Пока что мы спланировали 3 вещи. Палатку, спальники, кастрюлю и... что еще? И нож. 2 раза мы уже друг друга не поняли, так скажем. Лиза говорит, что кастрюля с проволокой это не казан, это просто кастрюля. Вот, собственно, она на меня за это агрится. А драники это котлеты, оказывается, вы знали? А это другая история, не обязательно всему миру это знать. К чему это все? Потому что вот с чего началось наше путешествие. Запомните нас, молодые, я не знаю. Это мы перед тем, как пройти 50-километровый маршрут за 3 дня. До Коломны. До Коломны, да. Прошло еще 15 минут, и мы начали спорить о том, как правильно... Дегтяревое или дегтярное мыло, потому что я в своей жизни не слышала слова дегтярное, она дегтяревая. Вот оказывается, она права. Так вот. Если она весь поход будет права, то она с похода не вернется. Спустя еще 10 минут у нас был великолепный спор о том, нужно ли брать с собой яблоки. Кристина, если что, полезла на дерево, поэтому она не в кадре. Кристина полезла на дерево и сказала, что ей не нужна моя помощь. И сказала наблюдать. Давайте наблюдать. Да. Ну ничего. Новую возьмем. Лиз, ты крейзи? Ты крейзи? А туда ты нафига полезла? Стен, что еще скажешь для начала нашего влога? Все получится. Чао, какао! Увидимся через сколько дней? Через неделю. Дальше. Мы собрались. Наконец-то мы выходим. Обед уже. Нам поставили походную музыку. Как-то так. Жуля идет с нами. С Богом. Мы идем, пытаемся найти реку Аку. Мы идем по харде, мы даже карты особо не используем. Идем вот с такими палочками, как настоящие хоббиты. У нас красивые виды. Такие вот. По-моему, прекрасно. Дай бог. Мы заблудились. Кристина пошла спрашивать у местного, где находится речка. Зашла в магазин, купила мороженое. Начинается дождь, мне кажется. Ой. Он сказал, что родничок здесь рядом есть. Нужно пройти до теплицы, спуститься по леву вниз. Вот, нам подсказывают дорогу, потому что мы не используем карты. Мороженое какое? Нормально? Вкусное мороженое купила. Коровку из Кореновки. Идем. У нас речной привал. Жуля уже устала, поэтому купается. Тут река Ака. Стандартные российские виды. Мы уже устали немного, плечи болят. У Кристины болит спина, но мы не сдаемся. Так просто мы прошли всего, не знаю, километров, может, 10. У нас привал. Жуля гематогенка. Тут не видно, но у Жули гематогенка. Собачья. У нас печенька. Протеиновая. Знаешь, у нас перерыв с таким вот видом. Знаешь, что такое гематоген? Такая вот Жуля попрошайка у нас. Жука. Что такое гематоген?
Это кровь быка. Ага. Вот Жуля ее кушает. Гематоген для собак. Значит, план такой. Мы идем вдоль реки, проходим через ближайшие деревни. Это Любино, Смолино. Как-то так называется. Примерно мы знаем буквы названий. В этих деревнях есть 2 родника. Мы их проходим, набираем воды и отправляемся к мосту, который ведет нас через Аку. То есть мы должны реку перейти и прийти к деревне Озеры. И пока что ближайший план такой. Если повезет, пойдем дальше. После озер есть дорога к конюшне. Но сегодня мы до озер хотим дойти. Мы хотим хотя бы до озер дойти. Кристина заведует картами, поэтому я вообще не знаю, какой у нас путь, какого пути мы придерживаемся. Поэтому все сидит, лежит на Кристининых плечах. Пока все четко. Я заведую, не знаю, чем я заведую, планированием. Вот пока мы идем, Жуля строит из себя собаку, которая уже устала идти. Видите, чем она занимается, пока у нас привал? Угу. Отдыхает. Мы прошли место, в котором там было разделанное, не знаю, что-то распотрошенное в пакете. Пахнет трупами. А это что? Мне кажется, тут кого-то призывали, Кристин. Кристин! Тут кого-то, по-моему, призывали. Ну, посмотри, соль какая-то. Там, а почему там 3 точечки? Брали соль оттуда? Это лапа чья-то стоит четко. Найс. Жуля! Молодец! Ну кто тебя сожрал, кто-нибудь там? Да? Идем уверенным шагом. Мы встретили первое дикое животное. Где оно? Господи, не видно. Вот. Вот она. Змея. Но я убеждаю Кристину, что это уж. У Кристины пока только 2 проблемы. Это проходить через грязь, ей не очень нравится. И ей не нравятся дикие животные. Ну, а мы с Жулей просто идем, потому что какой у нас есть выбор. Просто посмотрите на ее лапы. Жесть. Кристина упала в лужу. Очень, покажись. А у нее все ботинки мокрые, попа тоже. Пойдем мыться? Да. Вот это проказница. Это была не я! Ура! Все, пойдем. У нас незапланированный привал. Кристина моется. Жуля где-то в кустах. Я чилю. У меня нет другого выбора. Вот и запасные ботинки пригодились. Если группа не писала, что я упала. Она потом это на ютубе увидит. Бобер. Мы выбрались из реки. Мы опять в полях. Мы заблудились парочку раз. И поэтому у нас еще больше времени заняла дорога. Сейчас мы идем к деревне искать родники. Или колодцы. И через час мы где-то уже начнем искать ночлег. Будем ставить палатки, потому что скоро начнет темнеть. Хотя по небу не скажешь. Сейчас надо вещи посушить.
Да, еще я высушить вещи. У Кристины полностью мокрые кроссовки и носки. Красота. Идем туда. Где собака, Кристина? По пятам. Не теряю эту курсе. У меня на хвосте. Гол. Мой верный друг. Мы добываем еду. Такие вот дары природы. Вкусно? Шли до нашей первой деревни. Вот она. Кристина, ты довольна? Да. Редькино. Вторая деревня сюда. Неважно. Это первый знак, который я снимаю. Все, мы ушли из деревни, пришли в чащу леса. Идем к родникам. Там будем располагаться уже. Мне очень нравится. Сейчас почти 6 вечера. У нас осталось 20 минут дороги до родников. Там планируем разбиться и остаться на ночь. Кристина напротив меня писает, пока я вам снимаю видеорепортаж. Вот, очень хотим уже дойти. У меня очень сильно болят плечи. Вот здесь вот у меня ничего не болит, кроме плеч, ни ноги, ни спина, ничего. Кристина только спина устала. Жуля чилит, у нее вообще все прекрасно. Так вот, я не туда смотрела. Мне надо смотреть в объектив, а я смотрю не туда. Мы идем туда. Несет что-то мне, несет. Что это? А подожди. О, прикольно. Красиво. Подохла. Умерла. Мы нашли местечко в какой-то глуши. Там работает насос, поливают поля. Мы надеемся, что этот звук закончится. Тут есть мангал. Вот там стоит мангал. Тут цивильный столик. Там спуск к реке. Там спуск к реке. И там где-то ручеек, из которого мы сейчас пойдем набирать воду. Вот, идеальное место. Тишь, надеюсь, будет. И красота. Ну все, мы читались, можно пока выключаться.
Мы уже собрали палатку. Я наделала дров. Сейчас мы застелим все в палатку, все вещи положим, начнем разводить костер и начнем кушать. Кушать уже хочется и хочется лечь. Я устала разгребать дрова, потому что я не взяла ни пилы, ни топора. Это ошибка была. Я это делаю руками. Вот. Кристина собирала палатку. Молодец, умничка. Червяк. Сейчас будем греться. Варим макарошки. Тут у нас чаек заварен, тушеночка. Сначала Кристина уронила чай, поэтому у нас уже вторая кастрюля. Мне шибко хочется. Кристина сушит всю свою одежду. Жуля там где-то внутри. Сейчас ей тоже будем макарошки отсыпать. Все хорошо, погода обещается хорошая, слава богу. Зашли в палатку. Чаечек. Аленочка. Вот такой вот чил. Решаем, как будем спать. Жуля уже заняла половину палатки. Все. Новостей больше нет. Надеемся, к нам не придут кабаны и медведи. Всем доброе утро. Мы проснулись на часах 5 утра. Проснулись от того, что приехали рыбаки. Жуля, соответственно, начала лаять. Они надули лодку и уехали. Они не предоставляли для нас никакой угрозы. Просто теперь мы не можем уснуть, потому что в палатке светло, свежо, хорошо. И просыпаться, засыпать не очень хочется. Теперь мы ждем, пока на улице станет солнечно, потому что там очень холодно, там очень сыро. И не хочется не разводить костер, не выходить туда. И мокрые тапочки у нас. Да, у нас еще все мокрое, потому что роса делала свое дело. Вот. Все пока. Жуля тоже не обделена едой. Макарошки сваренные. Закинут туда собачьи консервы. Да, твое. Все как у людей. Я попробовала на вкус, похоже на тушенку, только не соленую. Так что, в принципе, можно собачьи консервы брать с собой в поход. К нам приехали наши рыбаки, которые разместились рядом. Поговорили с нами, правда, их не видно, они уехали.
Что они нам сказали, по сути? Просто мило побеседовали с ними. А я тут голая купалась. Так вот, первые... Самое интересное, понимаешь, что было? И едут. Да, я тут голая моюсь, они едут сюда. Я думаю, да я дальше пытаюсь одеться, не получается. Они до сих пор едут. Они очень, да, удивлены, что мы такие девушки сильно независимые, одни на природе. И даже без водки. Они этому даже сильнее были удивлены. Иду мыть все, потому что мы уже уходим. Мы собрались, все, уходим. Так что этому месту мы говорим спасибо. Спасибо! Было офигенное место. И теперь у нас... мужики. Теперь у нас цель это пройти реку, пересечь реку и дойти до конюшни. Надо, кстати, о конюшне рассказать.